Привет всем чату. Всем. Так, сейчас зайдем, глянем, что по стриму. О, стрим идет. Всем привет. Представляете, мы смогли с DJI сделать стрим. Залетайте все на стримчик. Пока у меня есть интернет, картинка шикарнейшая. Так, все, ладно. Гасим, а то смотреть стрим и стримить одновременно будет проблематично. Вон жена, кстати, с коляской. Фу. 4 человека смотрят. Ребят, должен быть крутой стрим, потому что я запустил его с DJI-ки. Вот. Еще хочу сказать, что вышла реклама в последнем ролике Тигра. Если что, я чат читаю, ребят, всем это. Пишите, что интересно будет, неинтересно, расскажу. Вышла реклама в последнем ролике с Тигра. Надеюсь, вас не заскамят. Это обменник криптовалюты, который купил у меня рекламу, и поэтому... Короче, надеюсь, они делают крутой сервис. Мне сделали сервис, закинули денег. Вот. Надеюсь, вас тоже не заскамят. Я буду гулять, показывать город, что-то рассказывать и периодически заглядывать в чат, потому что чата... Ну, кстати, может, я сейчас повешу чат сюда и буду ходить, у меня чат будет висеть, да. Наверное, так мы и сделаем. Я не знаю, сколько людей это будет смотреть, насколько активный чат и насколько мне надо туда заглядывать. Сейчас YouTube еще съест этот стрим. Вот. И кидать, возможно, мне понадобится. Вот. Салют, ми gente. Aguante Putin, Putin con Cristina, Putin Cristina. Saludos. Если что, это Германия. Но вот такой вот движ здесь происходит. Алкогольный на улицах. Воскресенье. Блин, как-то я одел жилетку, мне жарко стало. Настя, тебе не жарко? Нет. Мне очень жарко стало. Я бы снял даже жилетку с себя. Солнышки, так хорошо. Так, а вот скажите, что вам интересно? Мое лицо смотреть? Или... О, ола, амиго, Вася, как обстоят дела с марихуаной в Аргентине? Расскажи мне, очень интересно. Ваня Мозг, привет, сейчас я закреплю чат, секундочку, и расскажу за этот моментик. Вот. В целом я особо не шарю, конечно же. Вот, откуда мне знать? Но скажу так, что здесь декриминализация, вот, по справке от врача, как в Таиланде, как в Америке, во многих штатах, вы можете это купить в аптеке или не в аптеке. Ну и можно выращивать, по-моему, 3 куста, и вам ничего за это не будет. Вот такие дела с марихуаной. Соответственно, я думаю, что при вашем желании вы сможете найти, где ее купить, со справкой, без справки. Честно, думаю, что это можно и возможно сделать, но сам я, естественно, не пробовал, не одобряю, осуждаю, против наркотиков, против алкоголя. Я алкоголь не пью уже с Рождества, с 25 декабря, с 24. Вот такие дела. На солнышке действительно жарко сегодня. Я вот не знаю, как вам круче будет смотреть, что происходит впереди меня с красивый кадр DJI-кой, или смотреть на мое лицо.
Логично, если я буду что-то отвечать в чат, будем смотреть на мое лицо. А если я не буду ничего отвечать в чат, то, наверное, вам интересно посмотреть, как здесь устроены улицы. Вот такие вот здесь магазинчики есть. Круглосуточные. Здесь продается все. Всякая безделуха, мелочевки. Вот такие вот прикольные стикеры с Хавьером Милеем. Еще какие-то интересные. Как долго ты готовился к переезду? Зарабатываешь в Аргентине? Так как это вопрос из чата, я переключаюсь снова на себя. Ваня Мозг, спасибо за вопросы, за актив. Мне очень приятно. Как долго я готовился к переезду? Ну, как только мы узнали, что моя жена беременна, мы сразу начали прорабатывать этот вопрос. Ну и, соответственно, к переезду мы готовились где-то полгода. Но так как это был мой не первый переезд вообще за всю жизнь, соответственно, ну, это было не очень сложно. Билеты мы купили за 3 месяца до переезда, соответственно, у нас и с квартирой уже вопрос был решен. И в целом юридическая, бюрократическая часть к этому моменту была известна. И не было никаких проблем. Каким образом я зарабатываю в Аргентине? Ну, у меня есть несколько источников дохода на данный момент. Какие-то из них приносят больше денег, какие-то из них приносят меньше денег. Но пока что ни один из них не связан с Аргентиной. Но только если косвенно YouTube связывать. Вот купили у меня рекламу обменник крипты из Аргентины. И, соответственно, я заработал небольшую денежку. Но это такой минорный вклад, который просто помог мне сделать качественный и крутой ролик. И я безмерно благодарен обменнику за то, что они проспонсировали эту историю и что верят в меня как в начинающего автора. Будет очень приятно поработать с другими людьми, которые захотят купить рекламу. Но так как сейчас канал только в развитии и много проектов формируется, на стадии фундамента находится, сейчас я скорее вкладываю в канал деньги, чтобы он начал давать какой-то результат ощутимый. Ну, соответственно, желание у меня, чтобы канал самоокупался и приносил какую-то денежку. Вот, сейчас я зарабатываю удаленно другими способами. И снова зрители, будем смотреть на улицу, пока ждем вопрос из чата. Вот это вот какой-то местный ломбард. Работает он как хочет. Я видел его открытым всего несколько раз. Видимо, 1 раз в неделю ему достаточно работать. Как вы видите, улицы довольно чистые. Все очень симпатично. Но машины не самые новые. Вот урны вот такие вот висят очень часто на каждом столбе. Ваня Мозг, опять же, спасибо за поддержку. Я не сдаюсь. Канал стараюсь вести. И вот я начал делать стримы. Буду стараться каждые выходные выходить в прямой эфир. Вот так вот с DJI. Конечно, картинка супер сочная. Я вижу это уже по стриму с телефона. Но это очень сложно. Типа надо выйти, запустить стрим с DJI с телефона, потом вернуться домой или к ноутбуку. И на ноутбуке настроить стрим, запустить его механически с кнопки. И, соответственно, выйти обратно на улицу к DJI, взять DJI и пойти стримить. Просто так выйти из стрима, выйти из дома со стримом с DJI не получается. Хотя сетап очень крутой. Зарабатываю я удаленно. Удаленно, да, в IT-компании работаю я. Но я не связан напрямую с IT, я связан все-таки с маркетингом. Ну и надеюсь, канал не заброшу, потому что это интересно и это помогает мне реализовываться как-то с точки зрения хобби.
Вот вы видите желтую машинку. Это официальное такси Буэнос-Айреса. Но вот есть типа такого, фиатики всякие. Они просто в Uber работают или в других агрегаторах. Сейчас у нас зима. Многие ходят в пуховиках. Но на самом деле на улице плюс 13, и основные холода уже, можно сказать, прошли. Ладно, для людей, которые посмотрят записи, этот стрим будет тоже интересно. И надеюсь, они подпишутся и будут приходить на следующие стримы. Вот. Такие вот дела. Такая красота. Сегодня воскресенье. Очень сильно пахнет шашлыком по всему городу. Люди расслабленные, гуляют, развлекаются. И вот, кстати, к вопросу о овощных лавках. Вот такие вот овощные лавки у нас в городе. Смотрите, какая вкусная клубника здесь продается. Виноград, овощи, фрукты, все есть. Ну и здесь ларек. Удивительно, что он работает по воскресеньям, потому что как будто бы он только в будние дни раньше работал. Продают печатную продукцию. Круто, Вася, мне очень интересно с тобой пообщаться. Я периодически смотрю, ребята заходят на стрим. Вот недавно было 4 зрителя. Не знаю, почему они не задают вопросов. Да. Хотелось бы... О, кстати, ладно. Сори, что кручу вас. Вот так вот иногда периодически здесь люди отдыхают. Да, хотелось бы, чтобы чат был активен, Ваня. И, кстати, к вопросу о траве. Вот запах был какой-то необычный здесь. Не знаю, то ли от этого молодого человека, то ли откуда-то из окон. Да, было бы круто, если бы многие зрители писали в чат. От этого стрим бы был еще более динамичным и еще более интересным. Причем я стараюсь стримить так, чтобы и по европейскому времени... можно было комфортно смотреть. То есть я не выхожу здесь в ночные стримы, хотя мне было бы, наверное, это удобнее. Я выхожу именно днем, чтобы поговорить с людьми, когда у них, допустим, в Москве там 7-8 вечера или в Праге 6-7 вечера. Поэтому, не знаю, если бы чат был активен, было бы круче. Но я думаю, что все увидят этот стрим в записи, я его оставлю открытым, потому что здесь ничего осуждаемого не будет. Вот снова 4 человека, кстати. Ребята, пишите в чат, потому что стрим у нас идет с DJI. У меня получилось на этих выходных настроить крутую плавную картинку, поэтому буду рад видеть всех в чате и в будущих стримах пообщаться с вами, показать Буэнос-Айрес. Думаю, что вам будет это интересно увидеть и посмотреть. Да, и чем будет активнее чат, соответственно, тем будет больше веселья и динамики на самом стриме, и люди будут подписываться и приходить на будущие стримы, что клево скажется на статистике канала и на просмотрах других видео. Расскажи про русское комьюнити, есть оно в Аргентине, как ты проводишь выходные? В данный момент я нахожусь в российской тюрьме за траву на строгом режиме. Вот смотрю твой канал и плачу. Ваня, я соболезную тебе, но я так понимаю, ты находишься на черной зоне, у тебя есть телефон, это уже половина дела, ты можешь зарабатывать деньги, не сдавайся, все будет хорошо. И, блин, ну я сожалею, что ты попал в такую ситуацию. Действительно, российская полиция могла и не за дело тебя посадить. Соответственно, неприятно. Не уходи на СВО, не уходи на войну. Не пацанское это дело. Поэтому двигайся, как двигаешься. Надеюсь, по УДО тебя выпустят, и ты сможешь строить дальше свою жизнь на позитиве. Спасибо, что смотришь и подписываешься, и пишешь комментарии. Вообще круто. Русское комьюнити здесь огромное, но оно становится меньше в связи с новыми законами по гражданству. Сюда будут ехать меньше людей.
Но пока что комьюнити разделяется на тех, кто залетел сюда резко получить документы, и на тех, кто приехал сюда жить и наслаждаться жизнью. Те, кто залетел получить сюда документы, они просто приехали и как бы не особо хотят включаться в жизнь, общаться с аргентинцами и как-то изучать страну. А те, кто приехал сюда жить и наслаждаться, те отличные ребята, и, в общем-то, все клево. Вот такие дела. Но мы всех любим, все как бы имеют право, то, что не запрещено законом, то разрешено законом. Вот такие дела. Русское комьюнити здесь большое, можно найти многое количество услуг, но в Праге было еще больше. Вот мы дошли до первой большой улицы с шумными автобусами. Автобусы, кстати, здесь в Буэнос-Айрес очень самобытные, каждый сделан в своем стиле. Вот, кстати, этому мужичку мы на прошлом стриме давали денег. Я не знаю, этот стрим закрыт или нет. Сейчас у меня только крупная купюра в кошельке, поэтому, к сожалению, мы не можем подбодрить человечка. 6 человек смотрит нас. Ребят, вновь присоединившиеся, нажмите лайк, пожалуйста, и напишите что-нибудь в чат, задайте свой вопрос, я отвечу, другим будет приятно, полезно, интересно. А те, кто посмотрит записи, поймут, что они пропустили супер крутой стрим, и им захочется прийти сюда в следующий раз, в следующие выходные. Здесь условия адские, есть возможность быть на связи только в выходные. Здесь не черная зона, не красная. Спасибо большое за теплые слова. Наверное, с моей историей у меня не получится переехать на ПМЖ. Ну, я думаю, что в какие-то... Ну, я так понимаю, ты в колонии поселения сидишь. Я не понимаю, что такое строгий режим и как телефон может быть только на выходных. Ладно, я не особо разбираюсь в зонах в России, слава богу. Вот, в любом случае, надеюсь, что у тебя получается договариваться там с местной администрацией на более-менее нормальные условия, либо с местными авторитетами. Ну и будут страны, которые даже со всеми там несудимостями, судимостями будут допускать тебя до ПМЖ. Вот жена просит показать, как ребята копаются в мусорках. Это здесь обычная история. Вот мама с ребенком, видимо, с коляской. Унитаз здесь стоит еще. Это мы, кстати, пришли в хороший район. Ну, точнее, мы идем все это время по хорошему району. Реколетто. Один из моих любимых районов. Мы живем на окраине этого района, поэтому частенько здесь бываем. Вот можно шузы залутать. Если, кстати, у вас есть вопросы для моей жены про роды, про медицину, про какие-то еще такие вещи, про ребенка, она готова ответить на эти вопросы тоже на стриме. Что? Ну, пока никаких вопросов нету. Вот у меня только Ваня Мозг в чате сидит. Он на строгом режиме, кстати, не только в чате сидит. Такой каламбурчик, Ваня. Сразу, ну, я с доброй душой как бы. На строгом режиме телефоны продает полиция, срок 8 лет, жить в России вообще не хочется, была бы возможность, я бы уехал бомжом, жить хоть куда. Ну смотри, бомжом не так сложно уехать даже в Америку и в Европу, это не сложно. Сложнее всего легализоваться, конечно, ну и да, с судимостью будут проблемы. 8 лет не такой большой срок, то есть по УДО можно выйти через 4-5 лет. И я не знаю, сколько ты сидишь, там СИЗО засчиталось, не СИЗО. Но, возможно, стоит просто дождаться окончания тюрьмы и все. Ну, телефоны продает полиция, но я не понял твоего поинта, что есть возможность быть на связи только в выходные. Ладно, не суть. Мы рожали в Аргентине, да, рожали до принятия нового закона, поэтому все с документами у нас в порядке, удалось и получилось сделать.
Слава богу. Что, ты что-то хочешь? Ну, я не знаю, если ты хочешь, можно взять, попить. Я могу с коляской побыть, на, держи кошелек. Ага, давай. Да, поехали. Вот так вот происходит прогулка. Обычно у меня базовая, теперь она со стримом. На самом деле удобно, что стримить. Я одной рукой веду коляску, второй рукой держу DJI и телефон. Главное, чтобы у меня никто не выхватил телефон, но в целом это не так просто сделать. И не думаю, что кто-то захочет выхватить у меня телефон. 5 человек на стриме. Ребят, очень классно было бы, если бы каждый прожал лайк и написал свой вопрос в чате. И было бы круто на них всех ответить, что-то рассказать, что вам интересно услышать. Мое мнение по поводу разных ситуаций, не только по поводу Аргентины, я готов делиться всем здесь с вами. Этим сетапом я, конечно, привлекаю внимание людей. 6 человек. Видимо, YouTube прокушал мой стрим через полчаса после его начала. Что с интернетом в Аргентине? Следующий вопрос. Ваня, реально, ты получаешь отдельный респект от меня, потому что это супер круто, что ты задаешь вопросы и вообще взаимодействуешь со мной как-то. По поводу интернета в Аргентине. 10 гигабайт стоит 10 гигабайт 500 смс и 500 минут звонков для мобильного интернета стоит сколько? 8 евро, 150 крон чешских. Это для мобильного интернета. Ну, то есть, соответственно, где-то 600 рублей. Я думаю, что в целом в Москве тарифы похожие. С точки зрения домашнего интернета я ничего не могу сказать. У меня он включен в аренду в обеих квартирах, в которых мы жили. Поэтому не знаю, но недорого. 1000 рублей в месяц безлимит там будет стоить, условно. Что-нибудь такое по поводу домашнего интернета. Я думаю, если опять же в комплекте там покупать мобильный плюс домашний, где-то оптимизироваться туда-сюда, можно там за 1000 рублей условно даже и вместе все купить. С какими-нибудь кэшбэками, с которыми я еще не разобрался. Причем для граждан зачастую бывают скидки на интернет, да и вообще на многое, в отличие от иностранцев. Поэтому недорого стоит, гораздо дешевле, чем в Европе. Цены сопоставимы на интернет, я думаю, с московскими. О, жена купила сладости, пепси-колу. Ну-ка покажи, давай обзор сделай. Тарапуси. Альфа-хорос. Это такая местная печенька, очень мягкая, внутри с вареной сгущенкой. И самый вкусный. Вот есть более твердая печенька и еще больше вареной сгущенки. Ну и пепси-кола оригинальная, в России такой нету, конечно Тебе же. такой, а мне вот такой. Да бери любой, я пока никакой не хочу. Я не хочу это, я тебе взяла разный. Спасибо. Так, пока стрим вроде идет отлично. Я смотрю на картинку, она сочная, ребят. Я думаю, что стоит поставить лайк. Тебе тоже респект. Прямиком из российской тюрьмы, спасибо. 10 гигабайт за 8 евро дорого. Скажи, сколько вкусняшки стоят, которые купила жена. Так. 4700 сейчас я скажу, сколько... ну вот моя вкусняшка, вот эта вот, сейчас, которую я убрал в карман. Куда я ее убрал, я не помню. Вот это стоит ровно $1, то есть 80 рублей. Не дешево. А вот вкусняшка, которую купила жена, стоит 11 зрителей. Ребят, стоит поставить лайк, подписаться на канал и написать свой вопрос в чате, который я прочитаю. А вот вкусняшка, которую купила жена, покажи еще раз. Вот это, она стоит $1,5. То есть, соответственно, 120 рублей. Что не дешево, абсолютно точно.
Но цены здесь европейские. То есть, условно, шоколадка в Европе будет стоить также $1. Вот. Ни дешевле, ни дороже, а может быть и 1,5 в каких-то магазинах. А Pepsi-Cola 0,5 стоит рублей 100, короче, бутылочка стоит в магазинах. Но если брать там 2 литра, то можно взять там за 150 рублей. Цены, ну, как будто бы московские, вот. Хотя, возможно, добрый кола стоит и дешевле в целом в Москве. Я не знаю за цены в России, я там давно не был. У тебя очень стильные очки, просят тебе передать. Так. 8 человек смотрят стрим. Каждому привет, каждому респект. Я надеюсь, что люди будут активнее писать в чат, чтобы создавать суету. Но уже 5 лайков на стриме, так что спасибо огромное, что поддерживаете этот стрим. Возможно, сюда заходят аргентинцы, которые хотят слышать мой испанский, поэтому ничего не пишут в чате, а просто лайкают. Но можно насладиться красотами Буэнос-Айреса воскресного. Люди гуляют, не спеша, не торопясь. А мы ходим по красивому району. Мы идем в Лос-Эрос? Пойдем лучше в дальние парки. Это не от меня зависит. Ну ты же его можешь покормить в любой момент. Сегодня не так холодно. Ну да, в целом. А в дальних парках прикольно. Короче, идем прямо до конца. Да, что вам еще рассказать? Я не знаю, что рассказать. Очень спокойно сегодня, интересно, солнечно. Не похоже, что зима или поздняя осень, хотя здесь уже зима, прям настоящая. Вот. Погода летняя. Честно сказать, как будто бы июль месяц просто в холодном климате проводим. Вот в аптеке есть скидки. Очень интересно, что на разные банки в разные дни могут быть скидки. Колгейт. Дешманская паста. Мы такой не пользуемся. На Сенсодин 35%. Ну вот можно Сенсодайн взять, да. И на уже. корректы из 25%. Топ. До 23%. Это местная аптека. Ну, точнее, как аптека. Это как ДМ, типа вот такого вот магазина, как... Какие аналоги? Как вот в России такой магазин? Хозтовары или что это? Нет, это... Я не знаю. Какая-нибудь аптека Ригла. Типа Ригла, да? Наверное. Большая аптека. Страховка можно еще пооплатить и получить скидку. По страховкам можно лекарства покупать. И получать их бесплатно. И бесплатно их получать. Если кто Настю не слышит там в чате. Так. А что это такое? Я про твою вкусняшку за $1. Цену ого-го. Сейчас в России очень дорого жить. Добрая кола не такая вкусная. Жена тоже работает в IT-сфере. Тусуйтесь с ру-комьюнити. Так. Перескакиваю снова на камеру, которая снимает меня, чтобы ответить на первый вопрос в чате. Согласен, что добрая кола не такая вкусная. Я пробовал один раз в жизни. Мне не понравилось. Она точно отличается от оригинальной. Это было не очень вкусно. Вот. И вообще я не хотел пробовать. Меня, в общем-то, вынудили. Тебя не вынудили, тебе просто больше пить нечего. Было нечего пить, и надо было запивать виски, а как бы... Тут либо водой из-под крана, либо доброй колы. Ну, конечно, я сначала выбрал воду из-под крана, но не выдержал. Так вот, про мою вкусняшку. Я делал обзор в шортсах. Что это такое? Это местный аргентинский альфа-хорос. Что такое альфа-хорос? Это как бы две печеньки. Они могут быть твердые, мягкие. Между ними огромный слой вареной сгущенки. Это могут быть 3 печеньки и 2 слоя вареной сгущенки. И все это облито сверху темным шоколадом или молочным шоколадом. Не всегда, иногда Не есть вс- альфа-хорос без шоколада. есть и- у них короче. там, где идет вареная сгущенка, добавлен кокос. И получается вареная сгущенка с кокосом.
тесто самой печеньки, оно идет смешанное с кокосовой стружкой. И получается такой альфа-хорос, называется коко дульсе де лече. Короче, миллион разных видов этих альфа-хоресов в Аргентине встречается. Их продают, кстати, в Испании. Кто там живет в Барселоне, может, тоже видел. Да, мне рассказывали, что они есть. Это такая вкусная печенька. Внутри со вареной сгущенкой, снаружи Это с как, шоколадом. знаете, есть печенька, Миллион которая разных есть. видов В есть. России есть печенька, которая называется суперконтик. Вот это наподобие суперконтика, только вкусное. Есть еще этот Wagon Wheels, может быть, вы пробовали? Но они тонкие все-таки. Но они, ну, есть и тонкие альфа-хоросы, прям супер тонкие. Есть же дешевые. Нет, есть. Они были вообще вот такие. Ну ладно, вот представьте, что два Wagon Wheels соединить. Но Wagon Wheels это самый похожий из того, что есть. Жена работает в IT. Сейчас жена отдыхает в IT или отдыхает в IT. Короче, жена наслаждается Я не жизнью. отдыхаю, я вообще-то в с декрете, ребенком, да. Ни хрена себе какая работа. Жена наслаждается декретом, не всегда наслаждается, не всегда декретом. Вот такие вот дела. Но так, да, тоже в IT работает. Надеюсь, будет дальше работать и содержать нашу семью, а то у нас заканчиваются запасы денег, которые заработала жена. Ладно, это шутки, конечно, все. Все юмор. Следующий вопрос про ночную жизнь. Честно, я как отец трехмесячного ребенка ничего не могу рассказать за ночную жизнь Буэнос-Айреса, Аргентины и вообще. Но в целом она активная, потому Мне что стыдно за мы это. ходили же по оживленным улочкам, когда гуляли даже с Томасом под вечер, в пятницу, в субботу, когда мы ходили в ресторан на свидание. Она оживленная. Я думаю, что если знать именно клубы всякие, то тут нормально можно затусить, потому что тут, типа, много видов алкоголя продается. Коктейли там всякие тоже делают, мескаль там продают в огромном количестве. Да, есть такое. Поэтому- Вообще цены на алкоголь здесь довольно низкие, ну то есть Ожидаем. ниже, чем в Европе, к удивлению. Наверное, не такие низкие, как в России, но не знаю, опять же, тут по качеству алкоголя. Здесь весь алкоголь, то есть качественный, европейский. Алкоголь брендовый. Да, все бренд. Вот есть местные, но это местные вина, но аргентинские вина не такие уж плохие. Аргентинские вина одни из лучших в мире. Вот, поэтому с алкоголем тут нет. Короче, Но тут в основном клубная жизнь и типа бары там всякие. Оно здесь по-любому есть. Просто мы этим не увлекаемся сейчас, у нас тут нет возможности. да, смотрите, я не пью, во-первых, очень долго уже. Я двигаюсь на безалкогольном пиве. И поэтому ничего прям жесткого не смогу рассказать. Но, дай бог, ко мне приедет тестировщик ночной жизни и затестирует все алкогольные места. И мы снимем для вас обязательно выпуск про ночную жизнь в Аргентине. Но для этого мне нужен тестировщик, который будет тестировать эту ночную жизнь вместе со мной. Я как оператор выступлю и как независимый тоже эксперт. Но я не бухаю и не могу вам ничего рассказать и показать про ночную жизнь. А вот, кстати, Вот, кстати, вот, как эти печеньки выглядят. Смотрите, альфа-хорос. Вот так они выглядят. Разные бывают, куча видов, но вот это самый базовый. Но это какие-то веганские еще, хер его пойми. Но это хороший пример, да. Так, просто чтобы общее представление иметь, они выглядят вот так. Спасибо за веру в успех моего канала. Надеюсь, что все будет продолжаться и как сейчас хотя бы рост, то есть 100 новых подписчиков в месяц. Это очень клево. Я думаю, что будет еще лучше, больше и круче. Вот мы идем дальше по улицам Буэнос-Айреса. Так как район элитный, вы можете увидеть много иностранцев здесь, которые приехали просто отдохнуть в Аргентину. Но зачем приезжать зимой, я не знаю. Но в целом могу сказать так, что
зима очень к лицу Буэнос-Айресу. Этот город в осенней раскраске выглядит гораздо лучше, чем он мог бы выглядеть в любой другой раскраске. Летом здесь грязнее. Привет. Привет, Российской Федерации. Спасибо. Вот видите, лайвстрим, вам передали привет. Здесь любят россиян, в отличие от каких-то стран других. Не будем показывать пальцем, называть кого-то или еще что-то. Здесь прям очень позитивно. Вот это вот бесплатный госпиталь. Но теперь он не бесплатный, потому что... Чё? 40 минут прошло ровно. Да, не проснулся. Госпиталь не бесплатный. Что нам надо сделать, соответственно? Покормить его или что? Нет, пока идем. До парка идем? Да, дойдем до парка. Может его раскрыть тогда? Ну не на дороге только это делать, не посередине, да? Ребенок поспал ровно 40 минут. Не, он больше поспал. Нет, ну я же по стриму вижу. Но он уснул. Ну, может, час поспал, да, и решил проснуться. Зрители уменьшается. Трансляция 40 минут ровно идет. Я не знаю, кто-то будет ли смотреть больше 40 минут в записи. Но если я отключу этот стрим, я его не смогу продолжить с DJI. Вот, кстати, магазинчик местный. Тоже скидки по клубной карте, по разным системам оплаты, разные условия. Эй, я смотрю, не отключайся. Не, я не собираюсь отключаться. Я просто говорю, что если я отключусь, то я уже не смогу включиться. Ну, видишь, я забайтил тебя на комментарий в чат. Многие аргентинцы передвигаются на таких байках. Не сказать, что он городской, да, видите, резина немного необычная, но они двигаются на таких движениях мотоциклных. Есть здесь и мототакси. Мототакси очень круто, очень быстро, очень удобно. И вообще это моя любовь с переезда в Аргентину. Мототакси. Это прям кайф. Лютый кайф. Можно объехать пробки и гораздо быстрее куда-то приехать. Вот боксерский клуб. На той стороне улицы. Вот это здание, по-моему, университета. Честно, я не помню. Блин, 3 человека вот смотрят трансляцию. Я, конечно, безумно вам благодарен, но хотелось бы, чтобы вы пригласили друзей. Мадрид, Барселона, Милан, Женева, Берлин, Дюссельдорф, Париж, Буэнос-Айрес, Москва, Лиссабон. Всех ждут в этом боксерском клубе. Висит здесь и флаг Украины, и флаг России есть. Аргентина, Испания. Это что у нас? Таиланд, США, Япония, Мексика, Великобритания, Турция. Что вот это за флаг? Да, по-моему, какая-то тоже... Парагвай. Со мной жена и ребенок смотрят. О, ну я вижу, теперь увеличилось до 6 человек. Клево, клево. Жене и ребенку привет. Задавайте вопросы, что ли. Может, у жены, у ребенка есть вопросы. Я расскажу вам. Нет, там вот смотрит жена с ребенком. И у Кириллка 3 шестерки. Я показал, говорю, это здание какого-то университета. А, это все госпиталь, это здание госпиталя. А, ну да, продолжается огромная территория. Весь квартал занят госпиталем. Да, мы только недавно родили там тоже, сейчас в СПБ уже. Ну, поздравляю вас с рождением аргентинца или аргентинки. Да, кстати, интересное латиноамериканское решение — камера в клетке.
чтобы не сорвали и не пробрались. Вообще тут... Да, 3 больших пиццы с сыром будет стоить $18. Это где-то цена. Может даже 16. Ну, цены нормальные, короче. Я не знаю, я не заказывал по этим объявлениям ни разу пиццу. Да, аргентинцы... Да мы и так могли бы гулять. Он ушел обратно во второй сон. Ну супер вообще. Он, походу, проснулся так чуть-чуть. Такой, знаешь, это как из мема. Что у вас здесь происходит? Да, всем людям, которые смотрят стрим, опять же, поставьте лайк, напишите в чат. Мне очень важны ваши сообщения в чате, потому что это мотивирует меня Здесь вот такие маленькие не киоски. завершать трансляцию. Да, вот такие маленькие киоски. Сникерс очень дорого стоит, но в целом есть все, что угодно вашей душе. Чипсов прям маленькие. Сладость, Принглс. Ну, кстати, нет, сейчас начали появляться Принглс Да, но разных чипсов, вкусов. если заметил, тут вообще своеобразные очень вкусы у чипсов. Ну, под местный рынок чипсы Да, ориентированы. то есть есть с медом и горчицей, это, наверное, одни из самых вкусных лейс. Есть со вкусом проволоны, это местный жареный сыр. Есть со вкусом хамона чисто, вот просто со вкусом хамона. Типа, ну, ветчина, она не как бекон, но они нежнее, чем бекон. Потом лук и сметана, стандартные с солью, ну, это класс, типа, вообще. Потом, какие я еще видела, со вкусом кетчупа, видела со вкусом мяса, короче. А где мой кошелек? У меня, конечно же. Спасибо. Вот только включил вам жену, да, и сразу 9 человек пришло на трансляцию. Круто, круто, а что могу сказать? Спасибо, что смотрите. Я надеюсь, вы наслаждаетесь тем, что мы вам показываем. Жена сейчас будет с ребенком решать вопросики и обсуждать с ним, что он хочет там. Да, там все сладости дорогие, кроме вареной сгущенки. Ну, не сказал бы, на самом деле выпечка здесь довольно дешевая. Вот, и можно что-то найти, и шоколадки, еще что-то. Че, я везу коляску, я так понимаю? Ребят, везу колясочку. Ребенок у жены на руках. Пойдем до парка дойдем. Там лавочки будут. И можно будет покормить ребенка. Вот какие еще вкусы здесь видела? Ну, сыр еще есть вкус. Есть еще со вкусом халапеньо. Мясо на огне, короче, типа вкус такой вот. И вроде все. Но здесь еще есть прикольный батат, сделанный в чипсы со вкусом морской соли. Это очень вкусно, потому что это вот чисто сладкое соленое. Потому что батат сам по себе сладкий, и морская соль очень прикольно так добавляет вкуса. Ребят, автобусы очень громко ездят здесь. И я надеюсь, что нас хоть как-то слышно. Мне приходится кричать. Настя так громко говорить не умеет, поэтому надеюсь, Я не хочу орать ребенку. ее было слышно. Это правильно, не надо орать с ребенком. А вот это очень популярная кафешка. Там вкусный кофе. Да, это кафешка, где 100% колумбийская арабика. Ну, соответственно, местные здесь любят. Я пробовал там кофе, он неплох, скажу так вам. Ну, он кофейный, он неплох, но мне понравилось. Кстати, мы сейчас будем подходить к национальной библиотеке. Слышно норм, только тормозит иногда. Ну, простите, мобильный интернет, он у меня прыгает то 4G, то 5G. Картинка в Full HD, хочется, чтобы вы красиво наслаждались с DJI кадром. Ну и, соответственно, тормоза какие-то будут. Надеюсь, что это не сильно раздражает зрителей и не пессимизирует мне статистику стрима в Ютубе. А вареная сгущенка действительно здесь очень дешевая. Потому что все ее любят, все едят.
Она есть в разных объемах, в разных количествах, Ну, извините меня, сникерс за $2,5 это дорого. Импортированная вещь. В России он будет стоить столько. Нет, он это, производство Аргентина. Короче, ну типа это потому что проект. Ну, не знаю, Проект ребят. Не аргентинский. 200 Если рублей брать за маленький аргентинские сникерс? сладости- Нет, если брать чисто аргентинские сладости, которые произведены производителями в Аргентине, они стоят очень дешево. А сникерс почему дорого? Потому что он принадлежит к бренду Mondelez, поэтому он стоит дорого. Понятно. Но сникерс моя любимая шоколадка, я других вообще не люблю. И поэтому я расстроен, что сникерс дорого. Раньше его вообще не было во многих магазинах. Кстати, интересную вещь покажу вам сейчас. У меня камера переключится обратно. Вы видите здесь вот такие вот заборы, как они выглядят. Это какое-то правительственное здание, и местное правительство не хочет, чтобы это здание захватили. Вот тут даже полицейского поставили отдельного, который следит за порядком. А вот это местная библиотека. Историческое здание в стиле кубизма сделано. Вот да, вот такая здесь охрана. Очень интересная, чтобы не было протестов. Пишут в чате, что сгущенку Дульче де Лече кладут в сироп для детей. Я хожу не с телефоном. Я хожу с DJI камерой, и телефон у меня висит на крепеже к камере. Мне не страшно так ходить. Ну, во-первых, потому что я тут за пальчик себе прицепил ниточку. Вот, и в целом не должны вырвать у меня ничего. А так я и так хожу с телефоном в руках. Вроде пока что у меня ничего не украли, не вырвали из рук. Но я хожу по благоприятным районам. Наверное, не стоит так делать, сидя в мотоцикле, например, или у краю дороги. Не рекомендую. Могут выхватить телефон, но это единичные случаи. Они могут произойти у вас и в Италии, и в Испании, и во Франции. Так что тут скорее исключение из правил, либо правило, которое распространяется на все южные вайбовые страны. Поэтому нет, будем продолжать ходить с телефоном. Вот, библиотеку сейчас покажу вам красивую. Вот такое вот здание огромное. Необычно выглядит, да? А как там люди? Ты внешне выделяешься на фоне местных? Ну, не знаю, насколько я... Да, в парке сейчас сядем? Здесь сейчас сядем. Здесь сейчас сядем? Я уже немножко доживу. Ну вон лавочки есть, да. Я выделяюсь на фоне местных, потому что я, типа, не стремаюсь надевать бренды там и так далее, и дорогой обуви хожу. Ну, потому что, не то, что дорогой, как бы, относительно местных цен мои кроссовки могут удивить, там, типа, Easy Boost, самая удобная обувь, кстати. Местные не носят такого тут, потому что такое не продается. А если продается, то паленое. А если паленое, то не всегда качественное. Вот. Поэтому да, я... Может быть и поедет. Я, короче, выделяюсь среди местных. Но не сказать, что среди всех, что многие здесь путешествуют в Европу, есть доступ к брендам, привозным, откуда-то с eBay, из Америки все привозят, даже лабубу привозят. И люди все очень добродушные, вот вы видели по стриму или пересмотрите в записи, кто не видел, что все респектуют, передают приветы, улыбаются, спрашивают, откуда ты. То есть, вот смотрите, если вы бывали в Америке, то вы понимаете, что такое культура смолтока. Типа, когда у тебя спрашивают, как дела и так далее. Так вот, в Америке всем плевать, как у вас дела, абсолютно. Тебя спросят, типа, и всем насрать. Здесь, если ты начнешь отвечать, то человек
включится в диалог и реально будет интересоваться, типа, как у тебя дела, что ты делаешь, типа, какие приколы можешь рассказать. Если ты у него начнешь что-то спрашивать, все с тобой охотно будут заводить диалог. Поэтому в этом плане здесь люди открытые. Вот мы вышли уже на большой проспект с парками. Уже туристическое прям место. Абсолютно супер туристическое. Вот тут до музеев, до разных, таблички. И это вот сколько? Мы идем где-то, ну вот как стрим длится, полчасика от дома прошло. Здесь очень красиво, честно сказать. Это одно из моих любимых мест. Вот эти вот парки. Вот на этой стороне, на той. Тут посольство Великобритании и так далее, и так далее. Очень хороший, красивый район. Я бы хотел жить на этом проспекте, честно скажу. Мне нравится. Крутое место. Птички здесь, все, тишина, спокойствие. И даже чистенько. Тебе нужна какая-то помощь, Настя? Ты упаковываешь его в куртку обратно? 8 человек, которые продолжают смотреть этот стрим. Вам огромный респект. Пишите в чат, задавайте свои вопросы. Все расскажу, покажу, объясню. Как в целом субъективное ощущение жизни в Аргентине? Нет ощущения того, что находишься на периферии мира? Спрашивает Юки Нагата. Так, отвечу сначала Юки Нагата. Жена отвечает вам, что в целом есть такое ощущение, что ты находишься на периферии мира. Но мое субъективное ощущение: здесь супер свободная страна, здесь клево, здесь интересно, здесь есть что посмотреть, есть куда попутешествовать. Да, нету брендов, да, что-то тяжелее достать, да, цены на что-то соизмеримые с европейскими, хотя уровень жизни и уровень заработка здесь, конечно, ниже, чем европейский. Есть некоторые проблемы, нюансы, но, знаете... Ты другие ценности приобретаешь. Другие ценности, во-первых, а во-вторых, это все же не выглядит как какая-нибудь деревня в Индии. Тут цивилизованный мир, тут у людей айфоны, андроиды, люди включены в там, международные вопросы, там, шарят просто за все. В целом могут взять и полететь по дешевым авиабилетам в любую развитую страну, и зачастую делают это. Поэтому, наверное, в большей части нету ощущения, что ты находишься на периферии мира. В каких-то индивидуальных вопросах есть ощущение, что тебе не хватает привычного комфорта, который был в Европе, например, у нас. В Москве этого комфорта, опять же, у меня не было. То есть я имею в виду, что там, не знаю, взять день в день, купить билет за 20 евро и полететь в другой город Европы, отдохнуть, такого ты здесь не сделаешь. В Москве ты тоже такого не сделаешь. Так, идем дальше по чату. Надеюсь, я ответил на твой вопрос, Юки Нагата. Если что, задавай уточняющие, с удовольствием отвечу. И надеюсь, я не затянуто отвечаю на вопросы, и вам интересно хоть маломальски меня слушать. Ко мне мусора зашли в барак, пришлось прятать телефон, из-за этого прослушал, что ты говорил насчет суперконтика. Да, я говорил, что Альфа-Хорос похоже, точнее, это жена говорила, Альфа-Хорос похоже на суперконтик. Но вкуснее гораздо. Но вкуснее гораздо. На Вагон Вилс они похожи, мне кажется, вот, а особенно Тарабусси. Это Вагон Вилс, может, чуть пожирнее только. Кто помнит, Вагон Вилс продавались. Были супер сладкие, там был еще джем. Ну вот тут... невозможно было есть, а потом рот сводило. А тут вместо джема вареная сгущенка.
То же Он самое, сгущенка считай. вкуснее, как И бы, тем да. более Wagon Wheels не только с джемом был, он был и там И два с вкуса маршмеллоу было. был Да. второй. Но это капец, как просто сладко, это удар по зубам, потом, блин, Альфа-Хоррес это не удар по зубам, да? это удар по зубам тоже, да. Это удар по зубам. Wagon Wheels база, да. Привет Украине, надеюсь, все будет мирно, тихо, благородно, надеюсь, что у вас все хорошо. Правда, очень ценю, много знакомых есть и друзей, надеюсь, что все успокоится и все будет хорошо. Я обязательно, я вот никогда в жизни не был в Киеве и мечтаю приехать в Киев. А еще, когда я был в Одессе, мне этот город не понравился, честно. Прям какое-то отвращение было. Но я, наверное, все же пересилю себя и обязательно, когда буду в Украине, посещу и Киев, и Одессу. Вот. Киев просто мечтаю посетить, потому что там по всем рассказам моих знакомых это потрясающий европейский город, просто с русскоязычным вайбом, но адекватным. Надеюсь, все уляжется, и я смогу со своим новым аргентинским паспортом приехать попутешествовать к вам. Было бы клево, и я думаю, это будет интересно как и зрителям, так и мне, и всем вообще. Ваня Мозг спрашивает, скучаем ли мы по России? Я не скучаю по России, я скучаю по некоторым людям, которые остались в России. И... Смотря, что подразумевается под Россией. Ну, а что подразумевается? Если, смотрите, раньше, когда я скучал по России, я брал билет себе на самолет, летел в Латвию и получал все ништяки России в Латвии без всех угроз России, которых нету в Латвии. Вот, и абсолютно чувствовал себя офигенно и комфортно. Сейчас я не могу так сделать, но я не скучаю по России, потому что в целом просто хочется, чтобы люди... адекватные люди могли свободно путешествовать, и я с ними виделся вне России, хотя бы в Сербии. Я могу ответить, что... Так, стой, про суперконтик я что-то пропустил. Еще раз пишу, вы очень классные, верю в успех. А где вопрос-то я пропустил? Я не вижу. А, все, я прочитал, оказывается, да. Так, у нас хорошо, прячемся. Ну, надеюсь, да, надеюсь, конечно, все это скоро закончится. Вся эта дремучая делюга, которая... Я чуть-чуть скучаю по России, но я скучаю по России только в основном из-за вайба, который мне приносили мои друзья и который у меня был вместе с моими друзьями. Вот поэтому я скучаю. По той России, когда мы еще учились в университете, и там, я не знаю, ходили после пар в Макдональдсе, сидели, смотрели там «Сердца за любовь» и прочую всякую вот такую трешанину. Это было реально круто, это было здорово. Сейчас мы уже выросли, и последний раз, когда мы приезжали, мы просто ходили там в какую-то крутую кафешку и сидели уже болтали, но все равно, типа, это был тот же самый вайб, потому что это были мои же друзья. Ну ты скучаешь по друзьям, а не по России. Я по То друзьям есть скучаю, нет, я скучаю по друзьям, я скучаю по маминой готовке, честно, мне не хватает маминой готовки. Я скучаю очень сильно по своей даче, которая осталась тоже в России. Вот что я больше всего всегда любила, типа вот это дача, это дачный вайб, то что вот можно поехать в кому-нибудь загородный там дом, неважно какой он там по качеству, и просто там шашлычки организовать, сходить там на речку, говноречку, посидеть. пивка выпить. Пивка выпить, да, там собрать этот мангал, блин, из камней какой-нибудь, металлический вот этот. О чем мы из знаете, камней, за шану помнишь, за когда мы 500 рублей. приезжали это? Вот почему очень скучаем. Очень сильно любили всегда с друзьями ходить по ТЦшкам в России, потому что в России, кто бы что ни говорил, но реально очень крутые торговые центры, они очень круто сделаны. И по ним прикольно просто... Оля. И по ним просто прикольно, типа, шататься, гулять. Ну, это как времяпрепровождение получается, очень классное. Следующий вопрос из чата. Какая сейчас погода в Аргентине? Сейчас типа зима. Ну, типа зима, да, как бы по времени года зима, по самой погоде. Ну вот я в худи, в жилетке одет. Настя одета в
худи, ветровки, которые даже не застегиваются. Я в зипке они. А, в зипке даже. Ну, я в зипке, в джинсовом костюме, в майке Ну, под костюм. вот и вот сверху вы у меня можете бомбер. увидеть погоду. Сейчас плюс 15 на улице, но неделю назад было плюс 5, плюс 4. Особенно по ночам бывает прохладно. Но капец, самолеты громко летают. Ну да, здесь зима. Зима и зима до конца августа будет. Мы поедем еще в Барелочи, да. Ну, я имел в виду, как это, не на север, как бы на юг, но как бы в более холодные регионы. Ближе И, к Антарктиде. ну, это в серединке Аргентины все. Ну, я имею в виду по направлению ближе. Ну да, на юг поедем. Вот. Но на юг в том плане, что в более холодные регионы, и посмотрим, какая там зима. Там, может быть, даже и снежок должен быть, особенно в горах. Угу. Так, значит, убираем камеру, пока жена с груди перекладывает ребенка. Но в целом очень клево. Мы сейчас покажем вам красивые парки. Тут все еще зелено. То есть, смотрите, зима, но все деревья с листиками. То есть еще ничего не опало, ничего. То есть прям супер классно. Да, есть пожелтевшие листья. Ну вот, девушка, например, бежит в худи и лосинах. Ей не холодно, но она бежит. Кто-то вон сидит, ну просто в ветровке люди одеты. Погода отличная. Вот прям хорошая. И зима идет Буэнос-Айресу в том плане, что город не такой грязный, не такой вонючий, наверное, как летом. Но скажу так. Что зимой здесь гораздо больше левого какого-то контингента на улицах стало. Летом их не было, они были либо у себя там, в регионах, либо еще где-то. Но вот зимой стало прям куча подозрительных личностей, которых я не видел летом. Так, следующий вопрос из чата. Вы останетесь жить в Аргентине, пробовали местное пиво? Скажешь, как оно? Я пробовал безалкогольное пиво местное. Алкогольное я не пробовал, но я не пью, потому что еще до приезда в Аргентину я перестал это делать. Поэтому не пробовал местное алкогольное пиво. Безалкогольное пиво, обычный лагерь. Лучше чешского лагеря в мире ничего все равно не придумали. Пилснер, Пилзенька. Самое потрясающее, самое вкусное пиво, которое я пробовал в жизни. Я пробовал очень много пив, но чешский пилснер — это что-то бомбическое. Он продается, кстати, как и в России, его завозят до сих пор, так и в Германии. В любых странах вы найдете, скорее всего, оригинальный чешский пилснер, и он будет лучшим пивом, которое вы сможете купить за тот бюджет, за который оно продается. По поводу пива, да. Мы остаемся жить в Аргентине, на какой-то период времени мы точно остаемся жить в Аргентине. Нам здесь нравится, мы никуда не спешим, никуда убежать или уезжать не хотим. Здесь клево. Здесь можно пожить. Мы еще не видели много всего. Мы хотим попутешествовать там и на ледники, и на водопады, и вообще по Латинской Америке покататься. Но берем за скобки то, что у нас абсолютно не изучен азиатский регион. Жена была в Китае, я не был нигде в Азии, вообще нигде. И я очень хочу посетить Японию, Таиланд, Индию. И вообще хочется попутешествовать и по Китаю, и в Макао в казино поиграть, и в Гонконге побывать, в Сингапуре сходить, Диснейленд. Короче, очень много есть движа в Азии, которые хотелось бы посетить. Отсюда в Азию неудобно лететь, поэтому, возможно, мы на какое-то время и в Азию переедем жить и посмотрим, каково там. Но в любом случае мы связаны с Аргентиной на всю жизнь. Мы станем гражданами, наш сын уже гражданин, поэтому так или иначе приезжать в Аргентину, вкладывать деньги в эту страну и помнить о ней мы будем всегда. Поэтому, да. Следующий вопрос Георгий задает: есть ли русскоязычная тусовка? Да, здесь легко довольно найти русскоязычную тусовку. Единственный нюанс, что мы, как люди
не очень тусовочные и... не успеем, не успеем обратно. И не задавались вопросом тусовки. Ну да, не, огромная русскоязычная комьюнити. У меня есть знакомые, друзья и здесь, как бы, которые найдены здесь были. Вот. У жены тоже. Ну, соответственно, есть тусовка, в которую можно активнее вливаться, можно менее активно вливаться, но она существует. Не, можно небольшой момент сказать по поводу тусовки? Ну давай. Не в обиду никаким людям. Можно мне попить тогда пока что? Не в обиду никаким людям, но здесь очень тяжело найти своих людей, потому что многие сюда приезжают, и они, ну как сказать, они сюда приехали чисто ради документов, и все их разговоры всегда сводятся к тому, что ой, скорее бы получить паспорт и съебаться отсюда, как меня бесит это... Ой, а можно материться на это? Да, материться можно. YouTube не забанит? Типа, ой, поскорее бы мне съебаться из этой тупой страны, она такая непродвинутая, капец, вообще деревня какая-то. Ну, то есть, вот так вот, по мнению людей, выглядит деревня. Вот это вот деревня, по мнению людей. Я уверена, что в их Зажопинске, конечно, ну вот еще лучше, чем здесь. Машины летают. Вот. И это мне, наверное, больше всего бесит. И вот таких людей здесь очень много. А людей, которые реально кайфуют... Давай, Георгий, хорошего дня, хорошего вечера, отдыхай. Спасибо за то, что был на стриме. А найти людей, которые реально кайфуют от страны, которые, ну, замечают ее минусы, но предпочитают все-таки обращать внимание больше на плюсы и кайфовать от плюсов этой страны, их очень мало. И реально адекватных. Их прям, ну, это очень маленькое количество людей. И чтобы их искать, их нужно как-то отбирать из всего количества людей, которые здесь есть, чтобы с ними познакомиться и понять, что это за человек, с ним нужно еще пообщаться. Это очень сложно. А еще очень сложно, потому что здесь не очень много людей нашего возраста, и большая часть людей, кто приехал, опять же, рожать, они типа приехали рожать, ну, типа 35 плюс, может быть, 30 плюс лет. Мне, если честно, не особо есть, как бы, о чем говорить с людьми, которые такие взрослые. Вот. Да, самая большая проблема русскоязычного комьюнити здесь, оно очень возрастное. Оно реально очень возрастное. Это ребята, которые уже повидали жизнь, и как с нами, молодняком, им нечего общаться, так и нам с ними не особо есть о чем общаться. Да. И тут забыла добавить, здесь достаточно много ваты всякой приехало. И, ну, это сразу минус вайб. Сразу. Опять, никому не в обиду, но просто нам по разные дороги идти. Ваня Мозг, какой вопрос я пропустил выше? Вижу. Так, вижу, пропустил, да. Просили ли тебя предоставить справку о несудимости, когда подавался на документы? Да, тут движ, видите, какое очень плотничковое движение. Да, просили справку о несудимости предоставить, когда подавался на документы. И как на ПМЖ, и так и на гражданство. И сейчас, после 29 июня, ситуация вообще ухудшилась и усугубилась, потому что теперь Аргентина жестко против. Но раньше, по крайней мере, беженские визы, точнее, беженский тип ПНЖ давали и с наличием судимостей. То есть там рассматривался этот вопрос индивидуально по каждому вопросу. Типа, если судимость там легкая, то не было проблем получить беженство в Аргентине. Вот по такой красоте мы идем. Надеюсь, вам нравится. Как DJI еще это снимает. Отлично. Самолеты летают. Но вот смотрите, кто скажет, что Аргентина это деревня? Красота же, огромные улицы. Ездят машины. Движ. Гуляют люди. Это зима, это даже не сезон.
что я могу вам сказать? Красота какая, реально. И кто-то недоволен жизнью в этой стране. Ну, не знаю, я сожалею насчет этих людей. Потому что здесь, ну, реально клево. Если вы хотите альтернативу европейской стране и не хотите какую-нибудь Сербию, сюда очень легко приехать и легко получить документы. Ну, конечно, если у вас судимости нет, то с этим могут возникнуть нюансы. Это надо индивидуально изучать вопрос в любой из стран. Ребят, ну опять же, кто новый присоединился, тыкайте в лайк, пишите в чат, отвечу на вопросы. Интересно, кому что интересно. И вообще напишите, может, чат, кто смотрит, насколько долгие эфиры делать. То есть, сколько вы готовы смотреть на меня, на Аргентину, насколько... Алексей Добрый. Или Алекс. Давай. Привет из Буэнос-Айреса. Салюдос, Ола, Акихе Синдо Ас. Ваня, ну тюремный срок, он в любой стране как бы имеет свои последствия. Но все решаемо, ты же понимаешь. Все решаемо. У тебя же, ну, есть страны, которые и с этим принимают, и есть страны, которые... Это что, Плаза или парк? Это Плаза, Република де Чили. Да. Вот. Это Плаза. Но это вот мы идем по самому проспекту. Вот, кстати, чилийское, наверное, консульство, посольство, не знаю, что. Короче, не расстраивайся, Ваня, ты сможешь решить все свои вопросы. Главное выйти из тюрьмы, а там дальше уже все будет хорошо. Какие здесь деревья? Это зима, я напоминаю, сейчас зима. Но вы посмотрите на зеленость крон этих деревьев. Потрясно. Всем бы такую зиму, я бы сказал. В плане все решаемо. Сделать ли липовую справку? Я не знаю, это же индивидуальный вопрос. Типа, я не могу никаких рекомендаций давать. Ни по поводу липовой справки о несудимости, ни по поводу чего-то еще. Я думаю, что, возможно, тут и через суд можно как-нибудь доказать, что твоя судимость была, не знаю, с каким-то не тем основанием. Которая будет доступна здесь, например, для прошения убежища политического или еще чего-то. Или какая-то другая страна, типа Парагвая, примет. Где-то слабее, где-то легче. Может быть, гражданство кто-то и не даст, а ВНЖ даст. Или погашенная судимость. Ну, все же решаемо, правда. Да, зима вообще огонь. В Буэнос-Айресе наша первая зима. Мы наслаждаемся. Как будто даже больше лета нравится мне это. Особенно если погода плюс 21. Если погода хуже, то, конечно, не так прикольно. Произошло самозасыпание на камне. Самозасыпание — это топ. Сын любит оффроуд, потому что он засыпает. Я вот думаю, отдать тебе стрим и пойти в туалет. Нет, иди в туалет со стримом. Как я пойду в туалет со стримом? Ладно, чатик. Нет, летом здесь не трэш, мы жили здесь вот с января месяца, лето. И жарко, конечно, но кондиционеры спасают. Вечером можно выйти на прогулочку погулять. Все так же красиво, но как будто более, не знаю, что ли, мусорно летом. Зимой прям европейские вайбы. Летом больше латиноамериканские вайбы.
Вась, расскажи, пожалуйста, как вы отдыхаете? Я вроде уже задавал этот вопрос, но не помню ответ. Мы здесь отдыхаем, как мы гуляем, ходим по ресторанам, едим стейки, сидим дома, общаемся с друзьями. Вот, допустим, я сейчас отдыхаю, воскресенье, выходной день, красота. Можно прогуляться, полюбоваться красотами, поесть сладкого. Вот так вот мы отдыхаем, как простые люди, ничего сверхъестественного. Ездили, если видели видосики, в Мар-дель-Плату. Мы ездили 2 раза, но пока что 1 видос только готов и выпущен. Ездили в Тигры, опять же на выходные тоже отдыхали, делали шашлыки, мясо, стейк. В апреле приехали. В апреле уже, да, апрель уже похолоднее был. Но вот в январе прям пекло, и в феврале тоже. Но в целом терпимо, жить можно. Главное, чтобы кондиционер был. Вот такая, да, Плаза де Чили. Красота. Вообще красота. Смотрите, все люди сидят, отдыхают. Куча свободных лавочек, никто никому не мешает. Всем, в общем-то, пофигу, чем вы тут занимаетесь. Сидите, хотите пиво пить, пейте. Никто вам не запретит здесь пиво пить. Мусора куча, мусор за собой убирайте. Вон аргентинцы сидят, вам не видно, тут широкоформатный. Вот отдыхают там на стульчиках, читают газетку, пьют матте. Все красиво, все отлично. Да, в Аргентине супер вкусное мясо. И супер клево его делают. Есть очень много стейкхаусов. И так называемых Париж. Как стейкхаус, только такой низовой уровень больше. И да, здесь реально круто с мясом. И вообще по выбору мяса. И мясо, кстати, дешевле, чем в Европе. Намного. И вкуснее и дешевле, чем в Европе мясо. И я кайфую с этого. Я питаюсь очень много здесь. Ем говядины в разных ее проявлениях. Это клево. Еда тут дорогая, как и шмотки. Европейский уровень цен на еду, кроме говядины, опять же. Говядина дешевле. И стейки. И овощи, возможно, в моменты. А так, да, здесь все остальное стоит европейских цен, а зарплаты здесь, у местных, по крайней мере, не европейские. Что еще? Шмотки дорогие, правда, дорогие шмотки. Но опять же, можно заказывать Shein, можно заказывать Asos, можно заказывать вещи из Америки. Я не знаю, я приехал в январе, мне пока новых вещей никаких-то и не нужно, поэтому я с этим вопросом и не столкнулся до сих пор. В РФ со шмотками сейчас тоже проблема. После 22 года люди жалуются, и дешевых, хороших шмоток нету. Ни Зары, ни H&M. Хотя Зара здесь, например, есть, а в Москве ее нету. Но в Москве там все с Турции привозят и так далее. Но не дешево, не дешево. Да и в Европе Зара стала не такая дешевая и не такая крутая. Вот, да, масс-маркета какого-то нет. Но опять же, идете на Онс и покупаете все, что вам нужно, любые шмотки, тот же Китай, все вам привезут сюда, все, никаких проблем нету с этим. Как бы тут решение можно найти в любой ситуации. Тебе коляска остается нет? Да? Я его забираю себе. Окей. А тебе нужно выкатить коляску отсюда. Да, выкатим коляску. Давай, Да, камера на меня уже давно повернута. Потрясающие детские площадки здесь, например. Для тех, кто с детьми переезжает, и вам понравится. Здесь реально любят детей. А аргентинцы реально кайфуют с детей. Каждый раз супер позитивный фидбэк. Да, мы успели, мы подали, все хорошо. Мы родили в марте месяце Овна. И документы подали еще, почти одинаково, сразу родили, подали. Так что у нас все в порядке, слава богу, с этим вопросом все отлично. А вы подали, все отлично, все хорошо, успели. Потому что, да, мне жалко людей, конечно, которые сюда приехали,
родили и подать не успели. Но адвокат нас сразу предупреждал, что не стоит затягивать этот процесс. Закон могут принять в любой момент. А я, зная свою удачливость, знал, что вот мы приедем, только подадимся, примут закон. Ну, так примерно и произошло. Да. Можем пойти, да. Go. Да, в Аргентине есть традиция при встрече целоваться в щеку. То есть вы будете супер незнакомыми людьми. Да, ну и при прощании вас обнимут, поцелуют в щеку. Мы только недавно родили и делаем пока для ребенка. Ну, если вы... в апреле приехали только. Ну да, за 2 месяца. Ну да, это, конечно, печально, но если вы... Так, уйдем с велодорожки. Но если вы ориентированы на жизнь в Аргентине, в целом вас не должно смутить это. Ну и многие люди говорят, что закон, может быть, пофиксить, отменят, там, переменят, что-нибудь прикольное решат, придумают. Адвокаты уже этим занимаются. Поэтому, возможно, все и быстрее, чем 5 лет будет до паспорта. Но не знаю, как повезет. Так. Ну да, если не пугает жить 4-5 лет, в целом страна развивается. Тут вот за полгода самое глобальное изменение, которое я заметил. Протеиновые йогурты появились, вы понимаете? Мы приехали после Европы, где у нас просто огромный выбор немецких там йогуртов, да и Lidl продавал все что угодно, протеиновых, дешевых, а здесь нету ни одного. Так вот, сейчас 2 вкуса протеиновых йогуртов есть, и это радует, страна развивается. Так, Crazy YouTuber Guy 1080, ну да, Full HD только и пускаем. Thanks a lot. High quality, this is my prefer for this live stream. Как долго учили испанский язык? Мы начали только учить испанский язык, его не выучили. Кстати, по поводу крутых автомобилей. Смотрите, я не знаю, вам не видно. Опа! Range Rover стоит, все четенько. Но это такой райончик мажорский. Вон опять же запах. Ну вот видите, запах стоит опять такой амстердамский здесь. Испанский язык мы только начали изучать. Но уже есть хорошие подвижки. Жена 2 раза в неделю учит. Я 1 раз в неделю. Ессентуки. О, Кисловодск. Минеральные воды. That's nice. Nice to meet you, crazy YouTuber guy. Nice to meet you. I've never been in Ессентуки. Но планы по испанскому языку выучить его. По-любому. Ну, как бы мы хотим общаться на испанском, мы пробуем общаться на испанском. Мы знаем английский, чешский. Ну, я думаю, что один еще язык не будет проблемой для нас. Ну, посмотрите, какая красота вокруг нас. Какая красота. Просто. Я любуюсь этими видами и каждый раз наслаждаюсь как в первый. Что? Просто ты красивая, когда ты в кадре, больше зрителей. Да, в Аргентине хорошо, очень. Но в Аргентине, знаете что, не очень хорошо. Это Макдональдс. Я сейчас объясню почему. А я вставлю ремарочку. Макдональдс в Аргентине 2-й по стоимости во всем мире. Только в Швейцарии дороже. Да, я объясню почему. Но есть страны, где Очень... Макдональдса нету, например, Во-первых, Россия. Нету Биг Мака, а это как бы фишка Макдональдса. Чё?
Кто из Аргентины? Реально нету Биг Мака? Его нет в меню. Я сколько листала, я не находила Биг Нету Мак. Биг Мака? Нет, нету соуса Биг Мака. Ну, то есть, Биг Мак это же вроде как, ну, фишка Макдональдса в целом. Это прям маскот Макдональдса, блин. Но Биг Тести есть. Нет, Есть. нет. Да. Но он какой-то не такой вкусный, как вот в Европе, например, делают Биг Тейсти. Короче, Макдональдсу здесь надо жестко поработать над своим меню. При этом Макдональдс здесь есть кошерный Макдональдс. И Ну, здесь Вабаста. есть- Ну, у Вабаста как минимум он точно есть. Есть Макдональдс 24 часа, который вообще работает. Потому что не везде, даже в Европе есть Макдональдс, который 24 часа работает. Ну, В почти Макдональдсе везде. есть отдельное окошко, которое только сладкое выдает. Вот это, кстати, нововведение. Такого я нигде не И видел. сладкое здесь в Макдональдсе клево. Короче, у меня складывается такое впечатление, что аргентинцы питаются только тестом и сладким, и мясом. Все. Так и Больше есть. ничего. Но и здесь еще есть очень вкусная пицца фукассетта. Это, короче, пицца, чисто сыр и лук. Все, там больше ничего нету. Ваня, спасибо тебе за то, что был на стриме, то, что разогрел его. И вообще огромный респект. Как говорится, фарту масти и чефир в сладость. Надеюсь, что каждый тюремный день будет проходить за 1 минуту. Спасибо тебе. Вот, очень вкусная пицца. Мне она больше всего нравится. И здесь нету пицц, как, знаете, вот делают там с мясом, там с барбекю и все такое прочее. Именно вот куски мяса, чтобы на нее класть. Тут таких нету пицц. Здесь все пиццы чисто вот сыр и какая-то там добавка и тесто. Все, где мясо? Где просто? Жене не хватает пиццы с мясом. Да. Да, целуем, обнимаем. Спасибо за просмотр. Ставь лайк. Пересылай ссылочку Пойдёмте кому-нибудь побыстрее, еще. пожалуйста, а то нас сейчас машинки придавят. Оф. Да, нас могут задавить, но мы с коляской. Надеюсь, все понимающие отнесутся к нам. Чат, жду ваши вопросы. Ну вот, кстати, смотрите, красиво одетые люди. В целом. Нет, здесь люди красиво одеваются. Здесь Но есть это все прикольные иностранцы, магазины одежды. это все, Нет, ребят. это не иностранцы. Вот это все иностранцы. Да? 100%. В целом. Да, я иногда вижу симпатично одетых аргентинцев. Не, бывает, я не говорю, что это. Нефоры, аргентинцы. Ну бывает, нет. Но мы идем просто по супер туристическому району. Вон, они на английском языке разговаривают. О, оцените, какой прикольный Fiat 500. Fiat 500 Abra, да. Наша мечта кабриолет такой взять и кататься где-нибудь по Европе или Аргентине. Супер клевая машинка. Но в Аргентине невыгодно его покупать, потому что тут дорого с ремонтом, дорого с машинами. Рынок автомобилей вообще, Очень дорогой. да, не очень. Так, у вас сейчас лаг должен быть какой-то, потому что у меня почему-то камера плохо показывает соединение с интернетом, хотя на телефоне хороший интернет. Не знаю, простите, если лагает, ребят. Простите, если лагает. Не должно лагать. Но я делаю все, что могу, чтобы дать качественный контент с DJI и телефона. И у меня это получилось, я очень рад. Дай попробуем. Так, давай камеру отвернем только. А в храме? А ты катить сможешь коляску? Да, потом смогу. сразу? Так, ребят, происходит перекладывание ребенка в коляску. Онлайн в Аргентине, чтобы на жизнь хватало. Беларусь бой. Да, Беларусь бой, сейчас отвечу на вопрос твой. Да, смотреть стрим из Аргентины в российской тюрьме. То, что дал нам 21 век. Это действительно круто. Ну, хоть так можно не сдаваться и думать о лучшем, думать о лучшей жизни, о своем будущем, о своих возможностях в будущем.
Сори, ребят, нюансы с ребенком. Чем заниматься онлайн в Аргентине? Смотрите, считаю, что жена тут шуточки шутит. Работать нужно на Европу или на Америку. Все, вот эти два постулата, которые... Либо программистом быть. Вот. И работать в айтишке. Но на самом деле это 2-3 постулата, которые сделают вашу жизнь... Чё? Поехали, может он уснет. Вашу жизнь удаленщика гораздо лучше. Просто занимайтесь IT, либо работайте на Европу или на Америку, и тогда вы сможете жить в любой стране. А что делать? Хоть вы будете сценарии писать, хоть вы будете код писать, хоть вы будете картинки делать. Но это уже на ваш вкус, как бы. Тут кто чему учился. Я не знаю, можно и селзом быть на удаленке, как бы, это не проблема. Вот, поэтому... Ох, какие тут О, это, ребят, машина скрипит. Еще раз покажу вам здание, забаррикадированное, с полицейской тачкой. Каждый сможет заработать, как он сможет заработать. Я не могу, опять же, никому давать никаких там финансовых советов, рекомендаций и так далее, потому что, ну, типа, вот, ну, что изменится с того, что я скажу, что там, я не знаю, что я пишу там, на разных языках за деньги, или что я делаю какие-то другие услуги в маркетинге за деньги. Как бы на это надо учиться. У меня 2 высших образования, которые так или иначе помогли мне стать тем, кто я есть. Но, скажу так, это не ограничивает вас. Есть очень много людей здесь, в Аргентине и вообще по миру, которые работают физическим трудом, ну и просто делают свое ремесло. Про это будет у меня шоу, кстати, в ближайшем будущем. И мы сможем... Чувак, ты охуел там, блядь, факи показывать? Что? Короче, про это будет шоу в ближайшем будущем. Про то, как можно заработать в Аргентине денег, чем можно заниматься, что делать. И вам будет интересно. У меня уже есть договоренности на первые выпуски с людьми, которые зарабатывают неплохие деньги здесь, по факту занимаясь своим любимым делом. И это не IT и не удаленная работа. Это работа здесь, на земле, в Аргентине. Что-то чат затух у нас, ребят. Я надеюсь, что у вас провалов в стриме нету, что вы не пишете чатик. Так что, давай мне коляску-то вести. Ты же устала. Я хотела. Чё? Я просто кушаю, чтобы почувствовать. Ну давай возвращаться потихонечку домой. Мы возвращаемся быстренько домой. Да, можно быстренько возвращаться. Он не спит все равно. Вась, сделай видос про магазины с марихуаной в Аргентине. Повторюсь, что это мне... Я буду... Честно, я не знаю. Кто-то поискать. Наверное, я вообще не видел. Ну, то есть... Да, ну то есть как в Америке, типа диспенсеры или магазинов, которые там в Лос-Анджелесе на каждом углу находятся, здесь такого я не видел. Вот. В Нью-Йорке вот эти мужички с косячком, да? Но это вообще нелегальная тема. Тут такого я тоже не видел. Мне кажется, здесь трава продается только если ее прописал врач. Ну вот, по рецепту. Но я попробую. Мне рассказывали что-то, как бы, что есть такое что-то, но как бы я в этот вопрос не углублялся. Лагает очень стрим. Простите, да, мы идем тут много зданий, у меня падал интернет, но в час 5G должен быть крутой стрим. Вроде как. Но я сейчас гляну. Насколько? Да не, вроде картинка ровная. Все четко, не должно лагать.
за сколько реально снять жилье. В Аргентине студию можно снять от $400 в месяц. $400 студия. Двушку можно, ну, баксов за 600 найти, наверное. За 550, может быть, даже. Если повезет, на месте за кэш. Денег на семью из 3 человек. Но опять же, как я могу сказать, у кого какие траты, кто что любит поесть. Если вы веганы будете питаться одними овощами, то денег нужно меньше. Hi! Вот. Денег нужно меньше. Если вы будете питаться мясом, креветками и так далее, денег нужно больше. Я не знаю. Ну, я думаю, чтобы комфортно здесь себя ощущать, нужно зарабатывать не меньше $1500-2000 в месяц. Да, стрим может проседать периодически. Ну, как бы, что имеем, то имеем все же. Поймите, чтобы дать такую сочную картинку Full HD с DJI, я вообще тут танцевал с бубном. Это скажите спасибо, что стрим не в шортсах идет, а реально хороший горизонтальный стрим. И реальный, со стабилизацией, с крутой камерой. И что я еще могу с телефона чат читать спокойно. И что это все еще удобно держится. Я даже не знаю, как вам... Нужно какое-то зеркало найти и показать вам, как это все выглядит. Я даже не знаю, где зеркало-то, чтобы это все наглядно показать, как это выглядит. Вот, смотрите, видите? Меня в отражении, блин, хреново видно все равно меня в отражении. Надо искать зеркало, короче, которое покажет, как я выгляжу. На скутере есть зеркало. Ладно, сейчас я найду какое-нибудь зеркало, и вы увидите, как это все выглядит, да. Да, вот такой стрим. Я, конечно, уже уговорился за час с лишним. Опять же, если вы вновь присоединились к стриму, поставьте лайк. Картинка реально топ, но подлагивает. Да, но стараюсь. Я не знаю, что можно сделать, чтобы улучшить. Типа, возможно... Мне кажется, ничего особо не, я еще, возможно, с битрейтом поиграюсь. Сейчас 3000 битрейт, может, из-за этого чуть подфризиваю. Ну, может, моментами фризится. Я, может, поставлю поменьше битрейт или побольше. И тогда картинка будет еще более плавная. И еще я посмотрю, сколько за этот стрим у меня интернета потратилось. Потому что тоже немаловажный вопросик такой. Потому что я думаю, что не очень много, но в целом может быть и много, конечно. Но от этого стримы хуже не станут, смотрите. От этого я просто куплю больше интернета, чтобы делать хороший, качественный продукт. И я обещаю, что я буду стараться каждые выходные выходить в эфиры. Вы снимаете квартиру, сколько стоит? Мы снимаем квартиру, сейчас она стоит чуть меньше $1000. Ну, даже не чуть, ну, поменьше, чем $1000, короче, стоит квартира. Но мы снимаем хорошую квартиру, сейчас 2 туалета у нас, спальня большая, балкон огромный, комната большая, бассейн есть в доме, зал есть в доме, все, что нужно, вот, парковку можно замутить, попробовать. Вот, кстати, может, меня тут в отражении будет видно. Вот, смотрите, как это все выглядит. Вот телефон, вот он. И вот еще DJI висит у меня здесь. У нас крутой жилой комплекс, не самые дешевые квартиры. И район не самый плохой, мы живем на окраине Реколетто. Если жить дальше, то можно гораздо дешевле снимать квартиру. Нет, возможно снимать. Есть здесь квартиры очень дешевые, прям. Очень дешевые. Я вижу, иногда там вкладывают в чаты, но там она очень старая. То есть вы должны понимать, что на фотографии квартира вот выглядит. В реальности она минус 50 красоты от фотографии. И там иногда квартиры прям очень старые. Типа там условно кондиционер
никаких нету, грубо говоря, а там отапливают этими конвейерами какими-нибудь. Чё? Конвекторами? Конвекторами, так. Пол старый весь, скрипит. Учитывайте то, что здесь еще очень часто в домах можно встретить такую проблему, как тараканы и клопы. Она очень здесь распространенная. И нам повезло, что у нас ее нет. Видно мое отражение? Вот, DJI камера и телефон. Блин, ну не видно, нужно зеркало, короче, ребят. Я покажу, что я соорудил. Так как уже конец стрима, уже можно. О, может в байке, вот зеркало. Байк и зеркало, во. DJI камера. Блин, ну а телефона не видно, маленькое зеркало слишком. Короче, я покажу вам обязательно, как все это выглядит. Эффектно. Почему на меня на улице люди внимание обращают. Так, ну что-то чат заглох, ребят. Будут ли еще какие-то вопросы, или вы уже устали сами от этого стрима? Более 1,5 часов. Да и в записи такое время уже мало кто будет пересматривать. Легко ли найти работу приезжим из РФ? Новый вопрос, на который стоит задать ответ. Легко найти работу приезжим из РФ, если вы будете работать в РФ-комьюнити, если вы умеете еще что-то делать, помимо того, чтобы говорить языком, там, либо что-то руками на компьютере, либо что-то руками здесь, то вы легко найдете работу. Неважно, откуда вы приехали, неважно, у вас какие документы. Никого это здесь не будет интересовать. Найти в самой Аргентине работу с аргентинцами будет нелегко без знания испанского. Ну, очевидно. Но нужно ли вам это? В РФ-комьюнити, которые здесь платят хорошие зарплаты. Аргентинцы не всегда платят такие хорошие зарплаты. Ну, а стать курьером или кем-то еще можно без проблем, как бы и здесь, работать на себя. А если стать Леди Баг? Короче, если знать, чем заниматься, то найти работу легко. Если не знаешь, чем заниматься и просто хочешь какую-либо работу найти, нелегко. Как и в любой другой стране мира. Надо сначала понять, что ты будешь делать, потом думать, легко ли какую-то конкретную работу найти. Стать таксистом здесь легко, стать курьером легко. Найти работу в РФ комьюнити, то есть сделать что-то для РФ, там, я не знаю, телефоны чинить, там, или стричь людей, или убирать квартиры, сидеть с детьми. Все по вашим желаниям и потребностям. Найти будет легко, потому что качественных людей, качественных специалистов здесь мало. Ну, то есть что, на весь Буэнос-Айрес, 5 барберов? Но это не конкуренция, когда тут, не знаю, 1000 русских, которым нужно стричься. Или, ну, короче, есть чем заняться, есть какой бизнес сделать, какую работу. И при желании все можно сделать. Несложно. Блин, почему-то в левой руке мне гораздо удобнее держать телефон, чем в правой. Чтобы меня было лучше видно. Но у меня левая рука устала уже. Вот люди сидят в винном ресторанчике каком-то. Пахнет картошкой фри здесь. Все очень аппетитно выглядит. А здесь стандартное, потому что меню. Да, меню стандартное. Колбаса, картошка фри, все, что любят. Картошка фри, немножечко овощей, ну только чуть-чуть, правильно? Не дай бог ХП уйти. Ну да, главное не переборщить с полезным питанием. Качественный кофе бесплатно. Пожалуй, Вот. лучший кофе в Южной Америке. Смотрите, Сит-кафе. реклама Сит-кафе бесплатная. Я не знаю, вот кто это.
Какая-то реклама просто, которая сотрудничает с этим центром йоги. Не, они просто наклеили. Но они же не могут рандомно наклеить на закрытое заведение какое-то чужое. Ну ладно, может могут. О, смотрите, раритетные машины. Переходим. Так, ребят, ну видите, у меня уже не идет язык так гладко, как он шел 1,5 часа назад. Смотрите, вау, просто пушка, гонка. Мы тут сидим 3 человека в хате, смотрим твой стрим и кайфуем от твоих ответов. Вот мой сосед по шконке спрашивает, нужно ли подтверждение доходов для документов при переезде, легализации. Соседу по шконке привет. Сейчас, с 29 мая, нужно подтверждение доходов для легализации. Раньше было не нужно. Раньше все решалось без этого. Сейчас, с 29 мая, ужесточили условия для получения всех документов, поэтому да, нужно подтверждение о доходе. Я думаю, что в целом мы провели... О, смотрите, зеркало, наконец-таки. Да? Как выглядит суета вся эта. Вот телефон висит, и вот камера. И я думаю, что это отличный момент для завершения стрима. Всем спасибо, что вы были здесь. Всем спасибо, кто поставил лайк, кто смотрел, кто писал в чат. Ребят, я вас очень люблю, ценю. Каждые выходные будет стрим. Кто смотрит записи, подписывайтесь на канал, лайкайте и приходите каждые выходные на стрим со мной в Аргентине. Спасибо, спасибо, спасибо.